прокатимся по легендарной трассе Чуйский тракт. Итак, в первом видео, ссылочка в подсказке и в описании под роликом, мы от Новосибирска на машине доехали до Республики Алтай, устроили сумасшедший рафтинг на реке Катунь, поели гигантские чебуреки, спустились дикарем в Тавдинские пещеры, покритиковали курорт Манжирок, сделали миллиард крутых фото и рассказали, как выбрать идеальное жилье недорого, без СМС и регистрации. Обязательно посмотрите. Ну и двигаемся дальше, вглубь живописного Алтая, все ближе к монгольским границам. Напомню, мы остановились с вами неподалеку от села Усть-Муны. Это 488 километр трассы Чуйский тракт. Впереди еще половина намеченного пути. И поверьте, самая интересная половина. Уже через каких-то минут 15 развилка. Решили свернуть на Чемальский тракт, чтобы посмотреть одноименный населенный пункт с удивительным островом Патмос. Это не просто важное место для паломничества, но и потрясающая по своей красоте локация с бирюзовой водичкой. Search for affection, but searching isn't finding. Sit back, relax, 'cause love is blinding. Searching for affection, but searching isn't. Вход на остров, где располагается крохотный деревянный храм Иоанна Богослова, ограничен. Нет, он не платный, а именно что ограниченный. Запускают на подвесной мост по 20-25 человек. Желающих же, как понимаете, на порядок больше, так что приходите с утра пораньше. Все такое крохотное, уютное, маленькое. Обойти сам остров, точнее разрешенную его часть, можно за считанные минуты. При этом стоишь в очереди минут 30, и это еще мало. Некоторые говорят, что здесь просто жизни теряют в ожидании. Стоит ли оно того? Ну, возможно, да, но с очень большой натяжкой. Вся суть в том, что интересен не сам остров, а антураж вокруг. Эти горы, лесные массивы, хлипкий мост, журчащая Катунь. Все это как красивая обертка для достаточно рядовой, будем честными, туристической точки. Но чтобы по-настоящему насладиться этим местом, обязательно рекомендую пройтись до смотровой точки по соседству. Около 15 минут пешком по извивающейся замысловатой тропинке. И вот вы наблюдаете, как сливаются воедино реки Чемал и Катунь. Разрыв сердечка, кабинки, да в общем разрыв всего, что только можно. Searching isn't finding. Sit back and relax, 'cause love is blinding. Понаслаждались, едем дальше. Возвращаемся на Чуйский тракт. Машина вскоре начинает ехать все более натужно. Значит, плавно взбираемся в горку. Причем довольно долго, километров 9. Это мы подбираемся к удивительному Семинскому перевалу. Продвигаемся все дальше и дальше. Теперь Семинский перевал. Один из самых высоких на трассе Чуйский тракт. Намного прохладнее становится, если буквально 1,5-2 часа назад было в районе 24-25 градусов, было прям пекло, то сейчас здесь 17-18, и те худи, которые продают, очень даже к месту. Его высота 1717 метров. Кстати, алтайцы называют перевал очень поэтично — Вечная Грива. Для них это место сакральное. На вершине весьма многолюдно. Традиционные сувенирные лавочки, обелиск в честь 200-летия вступления Алтая в состав Российской империи. Случилось это при Екатерине II. Пару беседок, фотолокация с оленем и конским ценником. Да и все, развлечений больше нет. Так что же тогда тут все забыли? А дело в том, что данный перевал по сути врата в Горный Алтай. Здесь ты можешь увидеть длинные зеленые коридоры из лиственниц, елей и кедров, полюбоваться горными вершинами, вдохнуть пробирающий все твое нутро холодный воздух. В общем, почувствовать настоящий Алтай. Далее 11-километровый серпантинистый спуск, не менее живописный и захватывающий. И вот мы у села Туикта, 616-й километр Чуйского тракта. Пора бы заселиться в домик и устроить пикник. Ночь в комфортном номере на втором этаже большого дома со всеми удобствами и баней стоила 3500 рублей. Ну а кайфовые виды, как говорится, это уже бесценно.
Да, у тебя ролики качественные. 5D, 6D. Настоящее алтайское утреннее чудо выглядит вот так. Минутка в мире животных. На Алтае особо нет комаров, но зато есть вот такие непонятные нечто существа. Ага, вот зашевелилась. Это то ли тля какая-то, то ли шелковец, не знаю. Дичь. И посмотрите, сколько ее на доме. О май гад. Зарядившись местными умопомрачительными видами, решили устроить утренний экстрим. Пункт 1. Окунуться в шумную горную речку. Очень холодную речку. Местные коровы на мои вопли созерцали с философским скепсисом и даже некоторым отвращением. Ну и ладно. Пункт 2. Подняться по диким козьим тропкам на непонятную вершину для созерцания космических горных видов. Ну и какое путешествие без прекрасных восхождений. Непонятно куда, непонятно зачем, но восхождений. И сейчас очередное, еще одно из них. Поднимаемся в Алтай, на Алтай. Да какая разница, где мы поднимаемся? Мы просто поднимаемся. Не стоим на месте, а идем к цели. Браво! Вау! Ой, посмотрим, что увидим. В качестве бонуса потискать беззаботного алтайского щеночка. Плюс 1 миллион к милоте и настроению. Кто это такой? Кто это такой у нас хороший, а? Кто это у нас такой? Кто это у нас такой, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, какие щенячьи радости, а? Спаниелька. А? Ну все, ай. Ладно, так можем совсем счет времени потерять. Дорога не ждет. Впереди еще один крутейший горный перевал. Еще одна крутейшая локация. 665 километр Чуйского тракта. Перевал Чикетаман. А вот этот перевал, как по мне, на порядок интереснее Семинского, хотя оба живописные, спору нет. Здесь и высота лучше ощущается, 1295 метров над уровнем моря, между прочим. И изгибов больше, всего на 10-километровом участке преодолеваешь на машине более 40 поворотов, так что не наедайтесь перед этим. В общем, обоснованно считается самым сложным участком Чуйского тракта, как для водителей, так и для пассажиров. Что значит вообще это Чикетаман? Ну, я погуглил. Информация следующая. Есть несколько версий. Одно это на алтайском означает «Привет, гора». Такие просторы, действительно хочется поприветствовать их. Второй вариант это означает тоже на алтайском «горная подошва». И третий вариант это имена былинных героев, молодого человека и девушки. И не знаю всю историю, но в честь них решили назвать этот перевал. Напомню, 665 километр, мы уже порядка, наверное, 2/3 дороги по Чуйскому тракту осилили. Осталось самое интересное. Сегодня перевал одна из популярнейших локаций. Небольшая парковка забита автомобилями и автобусами. Мы, например, смогли оставить машину только на обочине в небольшом отдалении. На смотровой точке традиционные ларьки с медом, медовухой, соленьями, вареньями. Тут же памятник дорожнику. Вполне, кстати, обоснованный. Только представьте, какой титанический труд построить качественную магистраль в столь сложном рельефе. Кстати, со смотровой виден и старый Чуйский тракт. Вот эта гравийка была основной транспортной артерией вплоть до 1984 года. Ладно, заболтался я, просто насладитесь видами, ведь только с этого перевала многие местные считают, что начинается настоящий горный Алтай.
Заяц? Нет, не Да. заяц. Чё замер, я тебя вижу, бегай. А еще мы увидели вот такие пищащие комочки. Эти пугливые алтайские крошечные грызуны так и называются пищухи. Погуглил, на Алтае их два вида, жилища свои обустраивают они между крупными камнями, питаются семенами, ягодами и грибами. Вот уж действительно чудо природы. Ни в коем случае не перематывайте, не переключайтесь. Дальше будут еще более резкие спуски и высокие подъемы. И красивейшие панорамы. Не вздумайте, переключиться, а то я сейчас стараюсь лазю. Че, просто так, что ли? И ведь абсолютно вас не обманываю. Далее красивое древнее урочище с великолепной горной рекой, а также бирюзовые озера и уникальный старинный цепной мост. Но давайте по порядку. Итак, какой у нас там километр? Ах да, 681. Немного съезжаем с основной дороги. Все ради древнего комплекса Куркечу. Напоминаю, что все локации я заботливо для вас оставлю списочком в описании под видео. Вход в урочище какие-то 30 рублей, но местные деловитые бабули принимают только наличные. Никаких переводов, да и связи там уже нет. Что же тут стоит посмотреть? Основное, что можно посмотреть в этом туркомплексе Куркечу за какие-то крохотные 30 рублей с человека, это, естественно, слияние двух рек. Рядом находится вот эта очень живая, своенравная, но небольшая речка Большой Ильгумень. А вот дальше уже Катунь, которую можно наблюдать практически по всей протяженности Чуйского тракта. Большой Ильгумень сливается с Катунью так мощно, что тут образуются невероятные пороги. Хотя, понятно, за это спасибо прежде всего валунам. Вот тут уж я точно рафтинг бы не рискнул устроить. Кстати, о моем сплаве подробнее в первом видео. В общем, это крутейшее место, где ощущается мощь алтайской природы и безграничность просторов. Вот тут-то ты понимаешь, что по-настоящему свободен, а очередные беззаботные пёсели не дадут соврать. Ининский цепной мост. Утверждается, что это якобы первый в России, а то, может быть, даже и в мире цепной мост. Ну, не знаю, насколько он первый, не первый, но выглядит максимально старым, изношенным и морально уже не выдерживающим никакой критики. Ининский или иначе Цаплинский мост, если быть точными в формулировках, считается первым в России двухцепным висячим мостом. Его открыли еще в 1936 году. Очень нужна была тогда безопасная переправа через Катунь для регулярных грузоперевозок из Монголии. В итоге смастерили вот это из древесины лиственницы. Строили мост, кстати, заключенные сибирского лагеря. После окончания работ многим им обещали амнистию, так что объект еще называли Дембельским. Его длина 142 метра. Непосредственно над рекой проходит 100 из них. Раньше тут проезжали ЗИСы с грузом до 8 тонн, теперь и пешочком-то страшно идти. С 70-го Ининский мост признан аварийным, но не дали его разграбить совсем, а даже в 94-м признали памятником истории и культуры. Сейчас это настоящий музейный экспонат под открытым небом. Прикольно вот так вот идти, когда каждая досочка отзывается на твой шаг, а внизу огромнейшая пустота и журчащая вода. Схватиться не за что. Пройти все 100 метров по нему можно, но это то еще испытание для нервишек. Везде дыры, оторванные тросы, обугленные балки, адреналинчик зашкаливает, но и виды, безусловно, открываются шикарные. Далее можно посмотреть нечто более спокойное, умиротворяющее и монументальное, что ли. Например, петроглифы Калбак-Таш. Это древнее святилище с сотнями наскальных надписей, многим более 8000 лет. Солидно, исторично, но не совсем по мне. Однако, кому интересна археология и глубокая древность, welcome. 724 километр Чуйского тракта. А вот это Must See. Водопад Ширлак. 760 километр. Мощь природы в чистом виде. Красиво, бесплатно и освежающе.
Едем еще дальше, и, блин, какие все-таки виды по пути. Я бы мог вам в отдельном часовом видео только описывать и показывать вот этот антураж, который сопровождает Чуйский тракт. Что слева, что справа. Красота, красотища, красотищища. Так далеко в пределах России я еще не добирался. Из Москвы 4105 километров. Ладно, большую часть пролетели на самолете, но вот из Новосибирска мы как раз ехали на машине. В прошлом году трасса Чуйский тракт отметила 100-летний юбилей, но именно 100 лет, когда она получила статус государственной. А на самом деле история этой прекрасной дороги, проходящей по невероятно красивым местам, насчитывает несколько веков. И очень много памятников, которые лишний раз подтверждают значимость Чуйского тракта. Вот, например, памятник, посвященный жителям Алтая, отдавшим свою жизнь за процветание и, в принципе, возникновение трассы Р-256 Чуйский тракт. И вот на пути очередная популярная точка с толпами туристов. Держитесь. Гейзерное озеро. Как это часто бывает с раскрученными локациями, у Гейзерного озера сформировалась своя легенда и даже таинственное название – Алтайское око земли. Вообще, происхождение озера действительно та еще история, покрытая мраком. До 2003 года о нем никто не знал, представляете, ни единой информации. Но в сентябре того года в республике Алтай случилось жуткое землетрясение. Местами магнитуда была до 7 баллов. В некоторых районах края отменены занятия в школах, закрыты детские сады. Жильцов ветхих многоэтажных зданий отселяют в безопасные места. По данным МЧС, землетрясение силы 3-4 балла произошло сегодня и в Новосибирске. Подземные толчки ощутили и жители других городов Сибири – Кемерово, Омска, Красноярска. И вот якобы одна из трещин в земной коре стала причиной образования такого кратера. Мистика. Кстати, в удивительном цвете озера нет ничего таинственного. По периметру он ярко-зеленый, а в центре бирюзовый из-за необычной растительности, водорослей и своеобразной глины. И, между прочим, гейзеров тут вообще никаких нет. Питается пресное озеро подземными водами. Обойти водоем можно за 5 минут, но рассматривать хочется бесконечно. Не было бы еще столько желающих поснимать и залезть чуть ли не носом в воду, было бы вообще шикарно. Кстати, для купания озеро совсем не подходит. Нет, оно не ядовитое, просто экосистема озера настолько хрупкая и чистая, что с нашей помощью она может неминуемо разрушиться. Даже уникальный цвет может пропасть, так что просто восторженно наблюдаем со стороны. Чем дальше едешь по Чуйскому тракту в сторону монгольской границы, тем более, скажем так, скромное жилье, назовем это так, нам находится. Во-первых, очень высокие потолки, мне приходится нагибаться, хотя я чуть больше 1,90 м. Вот такие рисунки, маленькие чашечки в стиле дочки-матери. Печка, топить обязательно, потому что ночами, вечерами, даже в августе крайне холодно. Но самое главное, кровать. Это отдельное произведение искусства. Осталось проехать по Чуйскому тракту совсем чуть-чуть, и вдруг горные виды как-то быстро начинают сменяться на бескрайние степи, ровная как доска земная гладь и такое же гладкое полотно дороги. Завораживает. Нечто подобное наблюдал в Казахстане. Видео, кстати, про это путешествие я обязательно скоро выпущу. Населенных пунктов на последних 100-150 километрах Чуйского тракта все меньше и меньше. Между прочим, обязательно запаситесь топливом, если вздумаете забраться так глубоко, как и мы. А то можно и встрять. И придется тогда бренно скитаться по степи, как вот эти неожиданно появившиеся ребята. Мы приближаемся к монгольской границе до пункта Ташанта. Где-то около 100-120 километрах, и все больше виды не напоминают российские. Как вам такие ребята, а? Как у себя дома, а? Ничего не боятся, ни фур, никого. За эту
эту поездку я успел перезнакомиться со всеми местными пёселями, поругался с коровами и баранами, нагло перекрывающими дорогу, удивился наглости лошадок, таскающих морковку и капусту прямо из сельских магазинов. Чуть не сломал свое устройство мимимишности при виде крохотных кроликов, пищух и величественных моралов. Последний так вообще яркий символ всего Алтая. Но именно при виде верблюдов, странствующих компашкой по огромной Курайской степи, я ощутил неописуемый детский восторг. И каждую секунду спрашивал себя, а это точно Россия? Итак, мы находимся в населенном пункте Кошагач. По ощущениям, это что-то среднее между городом и селом. Будем считать ПГТ. Чем оно знаменательно? Ну, пожалуй, знаменательно тем, что практически заканчивается на этой отметке Чуйский тракт. Мы проехали 890 километров, почти 900. Дальше еще пару населенных пунктов и приграничный пункт Та-Шантар на границе России и Монголии. В принципе, то, что Монголия очень близко, указывает не только наличие верблюдов на дороге, но и население очень и очень такое прям коренное, скажем так. Этот райцентр с населением 8000 человек вряд ли чем-то заинтересует с туристической точки зрения. Скорее, важный пунктик для путешественника – заглянуть в населенный пункт, максимально, можно сказать, близкий к Монголии. В Кошагаче есть памятник снежному барсу, самобытный рынок или даже развальчик, где абибас можно купить рублей за 150-200, полюбоваться диковинными и очень нерусскими вывесками. Да и все. Отметились, пора двигаться обратно. Searching isn't finding. Sit back and relax, 'cause love is blinding. Погода успела 30 раз испортиться, будто расстраивалась, что мы скоро заканчиваем путешествие. Однажды нас даже пришлось вытаскивать из алтайской жижицы. Помогает нам Lexus бронебойный. Ну давай, 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 мы верим, верим, давай, 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 давай. Кайф. Короткие бездождевые паузы не отказали себе в удовольствии подняться на еще одну шикарную возвышенность. Вся прелесть Алтая в том, что он безграничный в своих просторах, в своей мощи, в своей красоте. Ты едешь по дороге и видишь красивую речушку. Вот она идет. Рядом гора, рядом еловый сосновый лес. Поднимаешься, находишь какую-то пещеру. И все это не является по факту отмеченным туристическим объектом. Это то, как будто это то, что ты открываешь будто бы сам. И вот это ощущение первооткрывателя, свободы, оно, наверное, главенствует. Какими пафосными словами я сейчас выражаюсь. Но, знаете, хочется пофилософствовать в такой красоте. И, к сожалению, лишь мельком посмотрели на Телецкое озеро, которое входит в список наследия ЮНЕСКО. Прокатиться по нему на лодке не успевали, самолет в Москву вот-вот. Успели лишь отвесить поклон этому могучему и легендарному водоему, а еще посмотреть несколько водопадов по соседству. Экотропа, Третья речка, запоминайте, однозначно советую заглянуть. Ну вот и The End. Это был Алтай моими глазами. Он подарил мне уйму ярких эмоций, которые даже самые красивые кадры и слова не смогут описать. Но надеюсь, мне хотя бы удалось вас замотивировать посмотреть билеты в следующий раз не до Сочи или Анталии, а до Горно-Алтайска или Новосибирска. Попробовать повторить мой маршрут или сделать даже лучше что-то по-своему. Но главное — прикоснуться к невероятному алтайскому колориту, шагнуть в тот уникальный горный край, куда хочется снова и снова возвращаться.